Пользуясь моментом праздников, когда можно немножко расслабиться, вот там что-то делают, не знаю, или чистят канализацию, или, не знаю, вот такая машина работает очень громко. Надеюсь, нам не будет слишком она мешать. Так вот, пользуясь праздниками, расслабляюсь немножко, начала читать новую повесть или новый рассказ Агаты Кристи на английском языке. Я очень люблю, у нее такие какие-то уютные эти истории, и такие они занимательные, можно ну, никогда не... Кто читал Агату Кристи, тот знает, что до конца, самого конца ты не знаешь, кто преступник, кто какой-то негативный персонаж. Ну, не очень негативный, кто преступник. И это все так завораживает и притягивает, что читаешь до конца с таким наслаждением и с таким азартом. Потому что бывают книжки и фильмы, когда вот начинаешь, уже знаешь, что и как, и где все предсказуемо. А вот здесь непредсказуемо. И второй аспект, я стараюсь не забывать английский язык, читаю в оригинале, и это мне тоже ужасно нравится. Мы никуда не поехали на майские, но скажу вам, что я не унываю и не чувствую себя каким-то таким, не знаю, в таком таком на проигрыше, потому что сейчас сижу и с таким наслаждением, никуда не тороплюсь, никуда не бегу, ничего мне не нужно. Есть книжка, есть участок, стол, кресло. Я в каждую минуту могу пойти домой, приготовить себе что-то то, что мне хочется. И вот это вот чувство, когда ты вне всякой спешки, и даже тебе не нужно ни с кем встречаться, ни с кем разговаривать, ни, как сказать, заставлять себя каким-либо действием, это тоже отдых, это тоже релакс, это тоже кайф. И не знаю, как кому, но я сейчас вот на таком этапе, когда мне, кроме вот такого спокойствия и наслаждения, ничего не нужно. Видно, у меня такой период, когда моя психика, мой организм, моя душа требует именно такого времяпрепровождения, и мне это приятно. А раз мне это приятно, и я так расслабляюсь, значит, не нужно себя заставлять, не нужно себя насильно к чему-то там направлять, потому что так я приобретаю тоже какое-то такое равновесие и душевное спокойствие, и вообще такое какое-то очень кайфовое состояние. И скажу вам, вот я все чаще и чаще прихожу к такому выводу, вообще мы пришли к такому выводу так очень глобально тогда, когда была пандемия и когда был карантин, и когда никому никуда нельзя было выходить. Вот люди, которые жили в маленьких квартирах, это было ужасно, потому что они сидели друг у друга на голове, и там действительно были некоторые такие, ну, конфликты семейные, потому что все время пребывать на маленькой территории людям, у которых разные интересы, разные требования, разные. Вот, вот когда идет нормальная жизнь, люди идут на работу, приходят и так далее, не находятся нон-стоп месяцами все вместе 24/7 в одном помещении, если действительно квартира небольшая. А у нас было все классно, потому что у каждого была своя комната, где он мог пребывать, заниматься, работать. И то требование, когда нельзя было выходить никуда, у нас такого не было, потому что у нас был участок, и мы все-таки гуляли, выходили, даже мы в поля выходили здесь у нас под домом и гуляли километрами. Вот, потому что дети сидели целыми часами дома, я их потом после уроков собирала, и мы шли на часовую, полуторачасовую прогулку. Физкультуры же у них в школе не было, а двигаться нужно, вот мы двигались. И вообще, даже если бы этого не было, то мы могли бы идти на участок, на свежий воздух посидеть, и никто бы нам слова злого не сказал. Поэтому я все время прихожу к мысли, что построить дом это было самое хорошее наше решение. Оно требовало от нас множество усилий, множество экономии, множество сил для того, чтобы заработать деньги. Мы очень много вложили своего собственного труда. Вот, короче, крутились, вертелись как могли. Но теперь это то, что из чего мы, чем мы пользуемся и что нам дает очень много удовольствия
какой-то сатисфакции и просто улучшает и упрощает нашу жизнь. Конечно, уборки много, работы много, за участком нужно следить. Вот. Дома всегда нужно что-то убирать, мыть, прятать и так далее. Но это окупается огромной радостью. И вот сейчас я этой радостью пользуюсь. Есть люди, которые считают, что нужно жить на полную ногу постоянно, не нужно экономить, нужно жить в радость. Если им это приносит радость, пусть каждый живет как ему нужно. Но вот мы, например, на определенном этапе нашей жизни очень туго затянули наши пояса с мужем. Мы очень много работали, чтобы заработать копейку в копейки. Вот. Также мы на стройке потрудились очень много. Мы ходили, выбирали подрядчиков, выбирали рабочих, материалы и так далее, чтобы тут сэкономить, тут заработать. И теперь, если у нас, например, нету охоты, времени, желания, чтобы куда-то ехать, мы можем отдохнуть дома. Мы можем поставить зонтик, даже поставить какой-то бассейн, приготовить что-то покушать и вот так вот отдохнуть здесь, никуда не выезжая. И то, что мы вложили в этот дом, нам оно уже очень много, как бы сказать, вернулось. Даже наши дети, которые постоянно были на улице в детстве, они постоянно были на свежем воздухе, даже не надо было куда-то с ними особо бежать. Поставили песочницу во дворе, маленький бассейн. Дети имели тут море удовольствия. Даже сейчас дети выходят, если есть тепло, мы ставим стол, зонтик, дети учатся на свежем воздухе под зонтом в саду. И даже если у них нет времени пойти на прогулку, потому что они очень загружены наукой, своей учебой, то они сидят в саду, наслаждаются солнцем, воздухом и учатся. И на свежем воздухе учиться намного приятнее и, как сказать, и приятно, и полезно, и с пользой для дела. А трудности в этом году были больше всего с желудями, потому что осенью нам не удалось их хорошенько пособирать. И теперь вот весной сколько ведер мы этого собрали, я вам даже сказать не могу. Но вот они за зиму, как сказать, влезли в землю и начали укореняться. И если осенью их только достаточно того, чтобы сгрести куда-то и вывести, то сейчас надо было ходить тоже с лопаточкой и их просто выкапывать, потому что они начинают пускать корешки. У меня бы здесь была такая дубрава на участке, что даже представить себе трудно. У соседа эти дубы растут, и с них летит этих желудей просто море. Уже разговаривали с соседом, чтобы он это дерево как-то срубил, спилил, потому что жить так дальше невозможно. Ведрами выносить эти желуди очень и очень непросто. Я уже не молчу о листьях, которые тоже здесь у нас тоннами лежат на участке. Это очень много работы. Поэтому вот даже почистить участок после зимы – это что-то. После вчерашних шашлыков на обед сегодня картофельные котлеты, картофельные сразы с шампиньонами. Вот такие они уже подрумяненные. Я показывала у меня на канале, как я их готовлю. Не слишком долго, не слишком сложно. Вот, потом можно с кетчупом их кушать. Очень сытно, вкусно. Не скажу, что полезно, но питательно. Поэтому, если нету какой-то у вас идеи, что приготовить на второе, пожалуйста, ловите идею. Картофельное тесто, а внутри начинка из шампиньонов. А начинка может быть очень и очень разная. Все зависит от вашего предпочтения. Так что на канале у меня есть рецептик.